Здравствуйте, дорогие мои слушатели, читатели. Мы продолжаем цикл, который я назвал «Беседы у камина со сторителлером». Это наша третья беседа, то есть третий шаг сделан. И это внушает надежду на то, что беседы не закончатся, не успев начаться, но продолжатся и будут определенным ритуалом наших встреч с вами. Флагом этих бесед, эпиграфом этих бесед я взял фразу Франклина Делано Рузвельта, американского президента, которую он произнес в таких же беседах у камина. Это название я не скрываю, взял именно у него. Эти беседы он проводил с американцами по радио, назвал их «Беседы у камина», во время Второй мировой войны, когда американцы тоже принимали участие во Второй мировой войны, и американские солдаты мобилизовались и участвовали в военных действиях, и понятно, что многие из них не возвращались. И в американском обществе был определенный страх по поводу тех действий, которые велись в Европе, и хотя это далеко от них, казалось бы, находилось, но тем не менее все равно отношения они к этому имели, и страхи появлялись. Так же, как у нас сейчас в обществе появляются страхи относительно того, что происходит сейчас на Украине, и это нормально, но в тех беседах президент Америки, который, на секундочку, служил 3 срока и собирался идти на 4-й, если бы не его смерть. Так вот, он в этих беседах произнес одну очень, мне кажется, сегодня полезную фразу. Он сказал: американцы, не бойтесь своих страхов. Вот я сегодня бы повторил эту фразу за американским президентом и сказал: россияне, не бойтесь своих страхов. Страхи — это нормально, но не бояться и преодолевать их можно тогда, когда ты их проговариваешь, эти страхи, проговариваешь истории своего преодоления этих страхов, и тогда в тебе рождается состояние, о чем я говорил в прошлых беседах, состояние преодоления страха собственной смерти, физической или социальной. Но это небольшое вступление. Сегодня я хотел бы поговорить. Недавно была очень знаменательная дата, 30 декабря 2022 года, исполнилось ровно 100 лет создания Союза Советских Социалистических Республик. Это страна, в которой многие из нас, моих слушателей, читателей, родились. Вот я, например, родился. И мало того, вот когда Советский Союз, я начну, наверное, сначала не с юбилейной даты, а с печальной даты, когда тоже под Новый год Советский Союз перестал существовать как отдельное государство, и мы все помним это разрывающие сердце просто кадры, когда с кремлевского здания опускался флаг Советского Союза. И вот к этому моменту мне уже было 22 года, я успел не только закончить школу, поучиться в институте, бросить институт, начать работать, жениться. То есть, в принципе, вошел во взрослую жизнь, и я уже мог
понимать, что происходит вокруг, как люди живут. Причем не только в Москве, в которой я родился и до 22 лет жил, но и поскольку у нас было очень много родственников по всей России, мы, ну, так или иначе общались с ними, и они к нам приезжали, и иногда и кто-то из нашей семьи ездил в разные уголки и России, Советского Союза. И, в общем-то, можно было сказать, что жизнь-то была нормальная, и к этой жизни привыкло большинство населения. Да, существовал определенный железный занавес, но он был скорее таким политическим, что ли, политическо-идеологическим. То есть советское руководство следило, чтобы никакие влияния Запада не попадали к нам, никакого влияния на нас не оказывал Запад и западная идеология. Да, за этим действительно серьезная, то есть над этим велась серьезная работа, в том числе и глушились радиостанции, которые работали на непосредственно Советский Союз. Но все равно эта информация так или иначе до советских людей доходила. И уже позже оказалось, что, в общем, вот это огораживание, она в определенном смысле сыграла во вред. Вот такое огульное огораживание, то есть буквально был построен этот железный занавес, чтобы ничего лишнего не попадало в мозги нашим советским людям. Но поскольку информация все равно просачивалась, то ценность этой информации возрастала, и не случайно вот гениальная фраза группы Наутилус Помпилиус: нас так долго учили, эта песня относилась, песня называется Goodbye America, то есть песня адресовалась вот тому континенту, той стране, тому идеологическому врагу на момент, когда эта песня писалась. И вот там есть строчка, которая все объясняет. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. И действительно, вот этими запретами людей буквально заставляли любить эти запретные плоды, потому что запретный плод всегда сладок. Но когда вот железный занавес рухнул, вместе с ним рухнула Берлинская стена, как символ вот противостояния Востока и Запада, коммунистической системы и капиталистической системы. И казалось, что сейчас начнется какое-то такое всемирное братание, но, к сожалению, братания-то этого не произошло, потому что оказалось уже спустя время, что действительно вот у людей, которые жили на пространстве Советского Союза, они не случайно объединились в единую страну. У них были определенные свои ценности, своя ментальность, своя философия, свой жизненный уклад, в конце концов, своя как картина мира. И она не очень соответствовала тому, к чему привык Запад. И когда эти западные ценности хлынули в разрушенный Советский Союз, на территорию государств, новых государств, которые составляли единую страну СССР, очень скоро оказалось, что, в общем-то, эти ценности, это мировоззрение, западные ценности, западное мировоззрение, западная философия,
западная картина мира, она не очень соответствовала вообще природе нашей, природе тех людей, которые жили на пространстве, объединяющей Советским Союзом. Не всех, конечно, но большинства. То есть прибалтийские республики, да, были все время, всегда больше на стороне каких-то европейских ценностей и по большому счету и в Советском Союзе они были таким Западом, таким разрешенным Западом. Туда ездили посмотреть на архитектуру, которая больше походила на европейскую, на какие-то отношения, которые больше соответствовали европейским. Но именно ездили как с точки зрения туриста посмотреть на что-то, чего ты доселе не видел, чего ты не мог увидеть вот в обычной своей жизни. Но не потому, что это было интереснее или это было ценнее, чем то, что предлагала твоя родная земля. Ну и вот когда все границы открылись, настал парад суверенитетов, все друг от друга отделились, слава богу, осталась единая Россия. И тогда постепенно до людей, ну, по крайней мере, до взрослых людей стало доходить, потому что, конечно, когда ты, вот я лично, будучи там 22 лет от роду или 18 лет от роду, когда только начиналось вот эти какие-то процессы перестройки, поворот к западным ценностям каким-то, конечно, это все привлекало молодого человека, в том числе через рок-музыку. Вот, допустим, у нашего поколения мы очень сильно смотрели в сторону Запада, именно любя, вовлекаясь в рок-музыку. И там были действительно именно с точки зрения культуры очень интересные персонажи, экземпляры, с точки зрения мировой культуры именно, мировой музыки. Конечно, не все, но были и такие, которых до сих пор мы слушаем, и они сами постепенно становятся фактически музыкальной классикой. Но, как я уже сказал, что действительно для молодого человека все вот вообще в принципе все новое, оно и интересно, и привлекательно. А уж если это новое и запретно, ну, привлекательность и интерес возрастает в разы. Но когда ты проживаешь какую-то жизнь и смотришь, для тебя это перестает быть новым и привлекательным только потому, что это новое и запретное, и ты открываешь для себя какие-то запретные темы, то ты понимаешь, что не все то золото, что блестит, не все то прекрасно, что запретно. И многие ценности, которые пришли к нам вот на пространство бывшего Советского Союза с Запада, они не просто, ну, не только идеологически опасны для нас, но они просто не соответствуют нашей природе. Вот мы другие. Это исторически так сложилось, это и ДНК у нас вот такое. Вся природа, которая создавалась нашей историей вот того пространства, которое потом стало Советским Союзом, оно претерпевало свои изменения, где-то не похожие на то, что происходило с Европой, что происходило с Соединенными Штатами Америки. И действительно у нас свои какие-то ценности сформировались, свое мировоззрение, своя философия. Вот у нас была своя природа, своя определенная природа. И она даже в определенном смысле не похожа на природу вот тех соседей, которые сейчас рядом с нами находятся, там той же Польши или
Румынии, вот этих европейских стран. Ну, это естественные процессы, и удивляться тут нечему. Но, к сожалению, только со временем до людей начало доходить, что действительно вот такое огульное впитывание того, что к нам приходило с Запада, оно в большинстве своем, не во всем, но в большинстве своем, оно сыграло злую шутку с нами. И сильно мы повредили нашу природу, повредили наше естество, вот стараясь жадно впитывать то, что нам предлагалось с Запада. И дело здесь даже не в оценочной какой-то позиции, то есть, что у нас все было хорошо, а там плохо. Нет, просто это не соответствовало нашей природе. Ну, не соответствовало нашей природе. И наша природа всячески сопротивлялась, несмотря на то, что разумом мы хотели впитывать то, что оттуда приходило. Но я хочу сказать еще об одном важном моменте, который сейчас муссируется, особенно вот в западных СМИ, в западной науке, о колониализме, который был присущ сначала России, потом Советскому Союзу. Ну и я должен сказать, что это, в общем, не соответствует действительности, так мягко скажу. Во-первых, надо отдельно сказать о нашей единой генеалогии. Это очень важно. Если вы начнете изучать генеалогию различных родов из различных территорий бывшего Советского Союза, нынешней России, наших ближних соседей, которые входили в Советский Союз, которые не входили в Советский Союз, то вы посмотрите, как именно на территории бывшего Советского Союза было смешение, причем такое глобальное смешение национальностей, этносов, родов. Существовало такое два крупных таких направления перемещения, миграции различных этносов. То есть с запада на восток одно очень важное направление. Причем это направление, оно формировалось и экспансией Российской империи на новые земли восточные, Сибирь, Якутия, Чукотка, но и очень большая часть этого движения было то, что на новые земли ссылались какие-то, значит, политически неугодные империи люди, преступники, и вот это вот перемещение людей с запада на восток, оно было серьезным таким движением, которое не могло не сказываться на перемешивании национальностей. Естественно, новые люди с запада приезжали на восточные земли, сибирские, якутские, чукотские, дальневосточные, и создавали новые семьи, смешанные семьи, где рождались дети от смешанных браков. То есть объединялись разные национальности, разные этносы. Точно такое же движение было и с востока на запад. Вы знаете, что в свое время корейская диаспора где-то в 1860, по-моему, или 61 году корейцам разрешили переходить границу и занимать вот эти дальневосточные земли, чем они воспользовались, а дальше они стали перемещаться в Среднюю Азию, ну и сейчас
корейцы это, в общем-то, часть российских граждан, такая очень-очень значительная часть. Мало того, поскольку я изучал генеалогию так достаточно глубоко в прошлом, позапрошлом году, и разговаривал в том числе и с теми, кто изучал корейскую генеалогию, и очень много было героев Великой Отечественной войны, корейцев, при том, что самим, то есть фактически на государственном уровне корейцам запрещалось вступать в ряды советской армии. И люди просто меняли свои корейские фамилии на русские, чтобы попасть на фронт. И что-то порядка 200, если не больше, героев Советского Союза были корейцы. Кроме того, те же люди мне рассказали о большом количестве людей, героев социалистического труда корейцев. То есть я о чем все говорю? О том, что люди не просто приходили на наши территории, но они интегрировались в нашу и экономику, и политику, и в том числе и идеологию. То же самое происходило и с китайцами, когда в 1949 году мы помогли китайцам создать свою Китайскую Народную Республику. Точно так же в Советский Союз хлынули китайцы получать образование, получать профессии. И вот у моего дедушки было несколько учеников китайцев. И интеграция была, и вот именно с востока на запад. И вот вся наша история показывает о том, как перемешивались и этносы, и национальности по всей территории бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза, теперь Российской Федерации. То есть наша экспансия, может быть, не может быть, то наше продвижение на восток от Москвы в сторону Тихого океана, она не была колониальными завоеваниями. Это было именно вот такое вот интеграция одних этносов в другие. И мало того, в отличие, допустим, от тех же англичан или голландцев, или бельгийцев, это не были территории, которые находились где-то неизвестно где, за много километров от основной империи. Это были все наши соседи, и, в общем-то, это были, в определенном смысле, дикие племена, которые не имели собственной государственности, а мы ее имели, и эту государственность им и предлагали. Да, конечно, существовали то есть случались и конфликты во время экспансии этой, и государственности, и культуры на территории этих диких народов, диких племен. Но было в этом и именно оккультуривание. Ведь то есть далеко ходить не надо, я потомок якутского народа. Мой прапрадедушка Дмитрий Алексеевич Юрасов был как раз сослан во второй половине XIX века. Он был народовольцем, связан был с организацией Каракозова, который совершил террористическое покушение на царя Александра II. Но эта организация, она состояла как бы из двух направлений. Одно это были террористы, а второе это были реформаторы, то есть которые выступали за реформы, за образование и прочее. Вот Дмитрий Алексеевич Юрасов, мой прапрадедушка, он как раз ходил в эту вторую группу, но когда произошло покушение на царя, естественно, сепарировать там никто никого не стал, и всех под одну гребенку отправили в творческую командировку в Якутию. Но
вот мой прапрадедушка, его ближние товарищи Юрасов, Страндан и Ермолов, они чем занимались, находясь в ссылке? Они занимались оккультурией якутского народа. То есть они, во-первых, помогали бороться с оспой, которая бушевала тогда, имея доступ к медикаментам из Российской империи, из центра Российской империи, из Москвы и Санкт-Петербурга, имея доступ к научной литературе, они вносили какие-то прогрессивные течения, то есть если до этого якуты были в основном охотниками, у них даже земледелия как такового не было, то именно вот такие люди, как Юрасов, Ермолов, Страндан, они привносили вот этот прогресс на территорию проживания вот этих новых российских народов. И надо сказать, что там в Якутии до сих пор хранится память о тех людях, которые приехали и помогли якутскому народу и оккультуривали его в определенном смысле и экономически развивали, то есть делясь своими знаниями, которые они получали в сердце империи. И до сих пор мы поддерживаем связь с потомками тех людей, которые до сих пор живут в Якутске, в Якутии. И я знаю, с каким уважением до сих пор эти люди относятся вот к тем россиянам, которые не по своей воле приехали туда, но тем не менее оказали не до конца оценимый до сих пор вклад на конкретный народ. Поэтому, да, и надо сказать, что первый якут, который получил возможность поехать в Санкт-Петербург и получить образование, был учеником моего прапрадедушки. То есть, когда сейчас западные ученые или наши оппозиционные ученые или журналисты говорят о том, что велась империалистически колониальная политика, то, конечно, мне смешно это слушать, потому что ни о каком колониализме речь не шла. И, естественно, никто не уничтожал народы, которые, наоборот, пытались Российская империя пыталась оккультурить, то есть она больше отдавала, чем забирала у тех народов, на территорию кого проводилась вот экспансия. В отличие от тех же западных стран, Англии, Франции, Голландии, Бельгии, которые просто все соки высасывали из новых территорий. И если что-то там создавалось, вот та же индийская железная дорога, говорят, англичане создали железную дорогу. Да для чего они ее создали? Чтобы со всей территории можно было к порту вывозить все полезные ископаемые и перевозить непосредственно в центр империи, непосредственно в Великобританию. Вот и все, вот и весь прогресс. И ни о каком культурном развитии народов, которые попадали под пяту тех империй, речи не шла. Наоборот, этот народ уничтожался. Мы знаем, какое сопротивление было между английскими войсками и индийцами коренными. Это, в общем-то, и в исторической литературе много книг об этом, и в художественной литературе много. Мы все прекрасно знаем «Капитана Немо». Это тоже об этом в том числе. И Конан Дойл, у Конан Дойла тоже есть сюжеты, которые относились вот к сопротивлению индийского народа английским колонизаторам. То есть от этого-то не скрыться. И
противопоставить его это такому завоеванию новых территорий можно как раз экспансию Российской империи на новые территории, которые еще, я подчеркну, поддерживались вот перемешиванием, этническим перемешиванием. То есть, если вы начнете копать родословную, вот так объемно копать родословную людей, которые сейчас живут в той же Якутии, Дальнем Востоке, Чукотке, в Сибири, ближе сюда, да и здесь, на территории уже Центральной России, на территории Великой Русской возвышенности, Санкт-Петербург, Москва, южные наши районы, вы очень вряд ли найдете в любом роде, вряд ли найдете вот какую-то дистиллированную нацию. Как правило, обязательно это будет такой микс, такая смесь разных национальностей, но это объяснимо все. И конечно, ну, генеалогия в определенном смысле ставит точки над «и» вот в нелепости предположений о колониальности завоеваний Российской империи. Ну, потому что в таком объеме, как сказать, люди в неволе не размножаются. То есть невозможно себе представить, чтобы такое перемешивание было, если бы это было сопротивление двух враждующих народов. Как правило, все-таки в таком объеме происходит перемешивание только тогда, когда так или иначе эти этносы, эти национальности находят что-то общее. Вот таким был Советский Союз, и таким продолжает быть его наследница Российская Федерация. И, в общем, то, что сейчас происходит на Украине, начиная с Крыма, это действительно возвращение наших исконных земель, не потому что они там украинские или не украинские, они российские, изначально российские. И Украина это была изначально российская территория. И те среднеазиатские республики, это были республики, которые вошли по собственной воле в Советский Союз и прекрасно себя там чувствовали, и получали помощь и поддержку. Ведь не случайно именно вот в период развала Советского Союза на флаг поднималось именно «хватит кормить Кавказ», «хватит кормить Среднюю Азию», «хватит кормить». Это не на пустом месте такие лозунги возникали, потому что действительно из центра очень много помощи шло там, где в те районы, которые были дотационными, ну, по природе своей. Конечно, много всего мы получали и из тех районов, я имею в виду центр. Но тогда и не было разделения такое, мы или они. Был единый советский народ, который, ну это и Великая Отечественная война показала, сколько как поровну разделились герои Великой Отечественной войны по вот разным территориям всего Советского Союза. И нельзя сказать, что одни принимали участие в войне, а другие не принимали. Все принимали. Причем принимали и те территории, как сейчас мобилизуют по всей России, мобилизовали по всей России воинов, так и по всему Советскому Союзу. То есть где-то в сибирских землях, в чукотских и якутских землях, там даже и жили, как жили во время Великой Отечественной войны, то есть туда не долетали немецкие самолеты, и от Японии там было достаточно далеко. Тем не менее, весь
как один человек, весь советский народ. Это были непростые слова, это было так, как что соответствовало той нашей вот природе, нашим каким-то ценностям. Я очень надеюсь, что какие-то вот, что мы сегодняшние люди, все больше и больше начнем заглядывать внутрь себя и понимать свою природу. И действовать, соответственно, этой природе, а не в соответствии с какими-то навязанными нам ценностями. То есть пускай можно воспринимать из окружения и что-то новое, и перерабатывать это, но перерабатывать это на основе какого-то нашего базиса, какой-то нашей природы. И только если какие-то ценности не противоречат этой природе, тогда их можно спокойно принимать, перерабатывать и делать что-то новое, свое. Но очень важно, и почему вот я затронул эту тему Советского Союза в беседах у камина со сторителлером, потому что очень важно осознавать собственную природу. А собственную природу отвечать на вопрос «кто я» можно только вспоминая, создавая и представляя собственные истории, вписывая их в глобальные контексты, когда проявляются внутренние ценности, смыслы и состояние преодоления страха собственной смерти. Вот на этом я сегодняшнюю беседу хотел бы закончить. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.